Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Большой творческий привет! Прошу прощения, что задержала вторую часть. Была очень сильно занята. В первой части отвязываем кокетку, и я ее закрываю. На это есть 4 причины. Первая из которых это стабилизировать ее. Итак, так как я вот эту вязала первое изделие из дорогой достаточно пряжи, в первой части я рассказывала об одной и об другой, и поэтому вязала один в один из пряжи бюджетной. Оба джемпера я вязала петля в петлю. Немного разные они у меня получились по размеру. Я рассчитывала и озвучиваю в этом джемпере. У меня здесь плотность по петлям одинаковая, а вот в рядах плотность разная. Поэтому здесь я добавляла еще одну дорожку. То есть мне позволяла высота петли пряжи здесь тоньше. Спицы номер 4 и там использовала. Из-за того, что она тоньше, да, высота петли получилась меньше, и поэтому прибавок радиальных одинаково и там, и там. Но здесь я добавила еще одну вот такую дорожку. Конечный итог, когда мы закрываем кокетку и в этой пряже, и в этой пряже, одинаков. Более того скажу, если бы я вязала, скажем, из летней пряжи, вот, ну, например, из такой, это тоже у нас второй части тоже нет, скоро будет. Если бы я вязала из этой пряжи вот эту модель, я бы точно так же набирала 120 петель, точно так же бы делала все радиальные прибавки, по-моему, здесь в 4 раза радиальных прибавок, и точно так же бы закрывала, и все то же самое, в общем-то, делала, даже из летней пряжи. Поэтому вы можете связать из любой пряжи. Итак, давайте основные моменты расскажу. Я набираю набросовую нить. Почему? Потому что полюбила двойную горловину, я ее выполняю по-другому, это мой авторский, так сказать, метод. И опять-таки на летней кофточке, да, я применила такую же двойную обработку. Сначала я набираю набросовую нить, отвязываю кокетку, закрываю ее, и потом уже обрабатываю горловину. Кстати, обработка везде по низу и рукава, горловина у меня везде все одинаково. Мне очень нравится этот способ, да, он муторный, долгий, но обработка, когда она качественная, изделие тоже смотрится качественно. Давайте пробежимся, я вам расскажу основные моменты. Значит, я вязала на размер 46-50. У меня что одно изделие 46-50, что другое изделие. Но только разная свобода облегания. Плотность у меня одинаковая. В 1 сантиметре 1,9 петли и 2 ряда, это касается вот этого изделия. И здесь у меня 2 с чем-то рядов, уже девочки подзабыла. Если на размер меньше нужно, да, то мы набираем кратно 24 96 петель. И когда я говорю, я начинаю со 120 петель, у меня 120 плюс 24 это первая прибавка, у меня будет 144 петли, а в вашем случае, если вы вяжете на размер меньше, 96 плюс 24 это постоянное число, получается 120 прибавок. Следующая прибавка у вас опять 120 плюс 24, 144 петли и так далее. Вот сколько прибавок вы хотите, может быть, вы хотите какую-то еще длиннее сделать кокетку, поэтому каждый раз, когда нужно, прибавляйте 2-4 прибавки равномерно. На размер больше, то есть вы можете также начать со 120 петель, но регланную линию просто у вас будет длиннее, да. Я люблю свободно, чтобы все было широко, поэтому я прибавляю и по центру здесь прибавки, по переду, по спинке после закрытия, для того, чтобы получить нужную ширину и не получить низкую пройму. Мое изделие вот это вот 55-56, а вот это я также рассчитывала, так как плотность одинаковая по петлям. Здесь я рассчитывала на 55 также, это моя любимая ширина. Но в силу того, что пряжа в 2 сложения и она у меня более пухлая, да, после стирки у меня стало 58 сантиметров. Если взять по моим петлям, то это будет 46-50, если не 52, девочки. Начало кругового ряда у меня всегда на спинке, перед спинкой, то есть, да, размечаем 2 маркера по спинке, 2 маркера по переду. И первая регланная линия у меня здесь. Почему? Чтобы я закончила круговой ряд, когда вязать,
подошла к спинке и вывязала азиатский росток. Это понятно, да? Касаемо конкретно круглой кокетки, я так делаю всегда. Именно из азиатского ростка. Так, я после закрытия, значит, некоторые петли удваиваю здесь. Я смотрю, вот сколько мне не хватает, примерно понимаю, сколько рядов у меня будет провязано реглана, да, какие цифры я получу, какая у меня будет ширина, сколько мне не хватает, я равномерно вот здесь добавляю. Я не показываю все буквально расчеты, я просто озвучиваю, что я добавлю равномерно столько-то, столько-то петель. Вы, глядя на меня, можете сделать это меньше. Да, для летнего изделия я бы на рукава вообще не добавляла. Вывязываю вот эти уголочки, улучшаю посадку, чтобы не было пузыря и чтобы регланные линии не квадратились. Вот посмотрите пару видео, я оставлю ссылочку на них. И попробуйте один раз, и вы увидите, как изменится ваша круглая кокетка. Любые изделия с круглой кокеткой. Итак, значит, я вывязываю вот эти уголочки. Вы можете этого не делать, а просто продолжить со спинки, просто вязать регланом. Если для вас сложно понять и сложны укороченные ряды, то просто начинаем вязать далее регланом. Вывязываем росток на петлях спинки, у меня это 5 сантиметров 11 рядов, и подрез я добавляла 13 петель. Некоторые манипуляции я делаю, я добавляю 11 всегда, и потом 2 делаю, создаю их самостоятельно, для того, чтобы не было дырочек. Это такой тоже маленький нюанс для аккуратности. В рукаве полуластовица, как обычно, вывязываю вот такой треугольник, для того, чтобы рука поднималась без заломов и не тащила за собой все изделие наверх. Вроде ничего не забыла. Если что-то забыла, девчонки, спрашивайте в комментариях. Желаю вам легких петелек и самое главное, будьте здоровы. Надев кокетку на себя, я ее размечаю, сколько мне нужно наперед, на спинку, на рукава. Предполагаю, что регланные линии пойдут у меня где-то под 45 градусов. Да? Делим угол пополам прямой и где-то под 45 градусов. Примерно так. И у меня получается следующее. По 73 петли перед и спинка у меня одинаковые. И в остатке по 45 у меня рукава. 240 петель у меня всего по кругу. Минус 4 петли это отведенные на одну петлю. Это регланные линии. Их 4, как в обычном реглане. 236 петель. 236 отнимаю спинку и перед, по 73 петли, получается 90, разделить на 2, это 45 рукава. Это я себя проверила. Итак, начинать буду со стороны спинки, но набирать буду по изнаночной стороне, соответственно, в обратную сторону. Не по ходу вязания, а в обратную сторону. Итак, вот моя спинка. Я красными маркерами всегда отмечаю спинку. Центр спинки я тоже пометила розовым. По переду у меня синенькие маркеры и голубенькие по переду. Ну, а, соответственно, между красным и синим это рукава. Беру ниточку, я вяжу в 2 сложения, поэтому складываю ее вдвое. И начинаю вытаскивать петли. Если будет неудобно таким образом вытаскивать петельки, то можно воспользоваться крючком, да, подхватить крючочком. То есть по 2 дужки. У меня идет косичка, закрывалась самым обычным образом. По 2 дужки ввожу спицу и вытаскиваю ниточку. Ну и, соответственно, проверяем при этом петли. Да, номер спиц беру, если основной полотно я вязала спицами номер 4, то сейчас я беру трешечку, чтобы удобнее было набирать. Ну и, в принципе, потом первый ряд мы будем вязать трешкой. Потому что будут прибавки по переду, по спинке и по рукавам, для того, чтобы пройма не была слишком длинной. Но я не люблю, во всяком случае. Если вы любите так, то заниженная пройма, то можете так не делать, просто ввязывать дальше регланом. Я же буду делать некие прибавки для того, чтобы изделие у меня было широкое, а пройма невысокая. И вот таким образом по кругу поднимаю петли и при этом, соответственно, проверяю и оставляю маркеры на нужных петлях, да, так, чтобы у меня количество петель совпадало везде по кругу. То есть, когда я развернусь, начало кругового ряда у нас будет со стороны спинки, так как понадобится нам азиатский росток вывязывать. Так, последние 2 петельки поднимаю и разворачиваемся на лицевую сторону. Ниточку заводим назад. Теперь петлю регланной линии, которую мы первую набирали по изнаночной стороне, она отмечена у меня красным маркером, я пересниму на левую спицу. И этой ниточкой провяжу
ее изнаночной. Это начало кругового ряда. Теперь понадобится спицы 3,5. Это регланная линия, слева и справа от нее я буду делать прибавки. Начало кругового ряда, начиная со спинки, прибавка, 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 прибавка. И в конце, после левого рукава, да? Ну, то есть вот здесь вот, перед регланной линией. Итак, я отметила, вот у меня спинка. Центральную петельку я также отметила. По переду точно так же у меня голубые маркеры, это регланная линия, и центральная петелька отмечена. К рукавам я прибавлю 5 петель, будет 50, 45 плюс 5, 50. И к переду я и к спинке прибавлю по 13 петель, будет 86 и 86. 13 петель, как прибавить? Центральная будет одна, соответственно 6 петель здесь прибавлено и 6 петель на другой половинке надо прибавить. Я буду прибавлять через 3 петли. Отсчитываю 3 петли на 4. Первая прибавка, вторая прибавка, третья, четвертая, пятая и шестая. Значит, 2, 4, 6, 8, 10, 12 петель просто провязываю. То есть ближе к регланной линии 12 петель спицами 3,5 провязываю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И следующее надо вывязать 2. Я провяжу за правую стенку, подниму левую стенку и провяжу еще раз левую стеночку. То есть из одной петли сделали 2. Любым удобным способом прибавляйте, без разницы. Далее 3 петли провязываю. 1, 2, 3. И следующий 1 раз провязала, поднимаю левой спицей другую стеночку и еще раз провязала. Это вторая прибавка. 3 петли. 1, 2, 3. Из 4 делаю прибавку. Это 3 петли прибавили уже. Еще 3 петли вяжем. 1, 2, 3. Прибавка. 1, 2, 3. Из 4 прибавка. И вот их даже видно. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 петли вяжу, из 4 прибавка. Это 6 петель прибавили на одной половинке спинки. Теперь вот у меня центральная, это розовенькая, розовым маркером помечена. 1, 2, 3. И из центральной вывяжу 2 петли. 1. Кстати, можно по центру повесить маркер, лишь для того, чтобы себя проверять. И вторая петля. Между 2 петель повесила маркер. То есть должно быть равное количество вправо и влево. И так далее. 1, 2, 3. Из 4 первая прибавочка. 1, 2, 3. Из 4 петли вторая прибавочка. 1, 2, 3. Из 4 третья прибавочка. 1, 2, 3. Из 4 еще одна прибавочка. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Пятая прибавка. И 1, 2, 3. Из 4 петельки шестая прибавка. И также должно остаться 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее провяжу петлю регланной линии. В этом ряду
он подготовительный, я прибавки по регланным линиям делать не буду. Провязываю изнаночной петлей и вешаю на петельку маркер. Далее идет рукав, также средняя петля, 45 петель, 22 и 22, 23 по центру, на ней висит маркер. Ее мы также прибавим, и еще пару петель, это уже здесь на ваше усмотрение. Я сделаю так: 1, 2, 3, 4, 5, прибавка, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаю следующий, первую прибавку из 11 петли, да? 1 прибавка, 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5. И следующий прибавка. 2 прибавки сделали, 1, 2. Теперь по центру сделаем 1, 2, 3, 4, 5. Из центральной петельки вывяжу 1 петлю, между ними вешаю маркер, и левую стеночку поднимаю, 2 петлю вывязываю. Далее 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка 1. Так, здесь 2 прибавки, по центру 3, и здесь 2, 1, 5 петель провязываем, 1, 2, 3, 4, 5, и шестой 2 прибавка. И так же, как и с этой стороны, должно остаться 10 петель до регланной линии. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И изнаночная петля, и это регланная линия. По переду одинаковое количество петель, как и на спинке, поэтому также 12 петель провязываем и начинаем через 3 петли делать прибавки. Ну, проконтролируйте также и следующий, другой рукав. Итак, я прошлась весь ряд, и теперь можно переходить на спицы номер 4. То есть на основные, которыми буду вязать все полотно, делая в каждой регланной линии по 2 прибавки слева и справа, любым удобным способом. Но перед этим я хочу улучшить посадку. Я беру участок. До этого у меня было на нескольких спицах. И вот, допустим, у меня спинка. Я беру вот этот участок и смотрю, что мне от регланной линии нужно провязать здесь 6 рядов. Соответственно, это поворотными рядами, это 3 точки, значит 6 рядов, чтобы выровнять спинку, да, вот это и улучшит посадку. И так я буду поступать в каждой регланной линии. Давайте покажу для наглядности. Немецким способом будем вязать укороченных рядов. На счетчике рядов у меня будет сейчас первый ряд. Делаю прибавку. Я буду делать обычный накид. До регланной линии я буду делать накид от себя, а после регланной линии накид прямой будет. Ниточка лежит от нас на спице. Далее провязываю. Это прибавка для регланной линии. Далее провязываю 4 петли. Да, расставила маркеры. 4 петли, 4 и 5 петель. С другой стороны от регланной линии в сторону рукава также 4, 4 и 5 петель. Провязываю 4 петли. Снимаю маркер. Разворачиваюсь на изнаночную сторону. Изнаночную сторону буду провязывать спицами, которые у меня меньше. В принципе, не так принципиально. Значит, петельку снимаем изнаночную и ниточку до отказа назад заводим. 2 дужки петли являются одной петлей, стараемся не растягивать. Держим на кончике, провязываем в обратную сторону по изнаночной стороне. И накид, как у нас лежит, так мы должны провязать изнаночной петлей. Так, спица вот это мешает, чтобы вам видно было.
То есть за заднюю стеночку подхватили и провязали, чтобы он лежал с нужным наклоном по лицевой стороне. Далее регланная линия по изнаночной стороне у меня будет лицевая петля. Здесь я прибавку не буду делать, я сделаю ее по лицевой стороне в обратном, когда пойдем в обратном направлении. Далее провязываю 4 петли до маркера. 1, 2, 3, 4. Со стороны рукава сняла маркер первый. Это был второй ряд. Снова беру спицу номер 4. За правую дужку хватаем петлю и ниточку до отказу на себя. 2 дужки петли являются одной петелькой. Держим на кончике аккуратно и идем по лицевой стороне. Перед регланной линией делаю прибавку обратный накид. Ниточка лежит к нам на спице. Провязываю изнаночную петлю. Это у нас 3-й ряд лицевой. Ставлю на счетчике рядов 3-й ряд. Значит, делаем прибавку, прямой накид. 1, 2, 3, 4. Так как была прибавка 5-я петля у нас разворотная, слева направо подхватили, провязали. И до следующего маркера. 1, 2, 3, 4. Снимаю второй маркер по спинке, разворачиваюсь на лицевую сторону. Да, когда куча спиц, конечно, не очень ловко. Но ничего, это под камерой. Изнаночную петельку снимаю на правую спицу, ниточку назад. И изнаночными петлями проходим до регланной линии. Не переживайте за количество прибавок, везде будут расти прибавки одинаково, во всех регланных линиях. Подошли к регланной линии, накид провязываю за заднюю стеночку изнаночной петлей. Провязала, перекидываю счетчик рядов. На счетчике 4-й ряд изнаночный. Провязываю лицевой саму петлю регланной линии. Далее у нас идет накид, это прибавка к реглану. Провязываем за переднюю стеночку изнаночной петлей. 1, 2, 3. И у нас была разворотная петля тоже за заднюю стеночку обе дужки. Аккуратно подхватываем, ниточку переводим вперед и провязываем. Идем до второго маркера по рукаву. 1, 2, 3, 4. Снимаем и повторяем то же самое. Разворотная петля на лицевой мы стороне, за левую дужку и ниточку на себя. Идем лицевыми петлями. Я, пожалуй, буду вязать просто посвободнее, а то неудобно показывать. Потом перейду на спицу номер 4, просто посвободнее буду вязать. Перед регланной линией делаем обратный накид, провязываем петлю регланной линии изнаночной петлей, перекидываю счетчик рядов, ставлю 5-й ряд, прямой накид и идем до последнего маркера по спинке. Разворотной петля мимо нее не пройдете, слева направо подхватили, провязали. И 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Это последний маркер по спинке. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Разворотная петля. На правую спицу, ниточку назад до отказа. Изнаночными петлями проходим до регланной линии, до прибавки.
Накид провязываем перед регланной линией за заднюю стеночку. Провязали. Это 6-й ряд в отношении этой регланной линии. Лицевая петля — это у меня регланная линия по изнаночной. За переднюю стеночку накид провязываем, прибавочка. И идем до последнего маркера по рукаву. Встречается разворотная петля за задней стеночки. Вот так по лицевой это выглядит. Ниточку переводим вперед и аккуратно провязываем. И 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Это последний маркер на рукаве. Разворачиваемся на лицевую сторону. И если мы согнем спицу, здесь неудобная леска, то вы видите, да, что мы чуть-чуть выпрямили по отношению к регланной линии. У нас укороченными рядами мы чуть удлинили это место. Вот это дает замечательную посадку. Далее я пойду по кругу. У меня встретится следующая регланная линия. Я точно так же от нее поставлю маркеры 4, 4, 5 и в сторону рукава 4, 4, 5. По переду точно так же. И буду делать вот ровным счетом одно и то же буду делать. Для всех рядов все одинаково. И далее пойду вязать просто по кругу. То есть улучшили посадку. Если тяжело понять, значит просто пропускаем этот момент. Начало кругового ряда у меня после регланной линии, где начинается спинка. Значит, на этой регланной линии мы покрутились, на другой регланной линии мы покрутились, улучшили посадку, да? То есть по факту у нас вот что получается. Чуть угол, да, вот получается. Вывязали мы вот такие уголочки на регланных линиях. Для чего? Чтобы не тянуло горловину и не квадратило ее. И, значит, на каждой регланной линии покрутились. Последний это будет по переду и левый рукав. И, значит, последняя разворотная петля в любой регланной линии, последняя точка, когда мы пойдем вязать по кругу, она провязывается единственная за заднюю стенку. Те, кто вяжут регланом или вязали росток хоть раз, да, то знают об этом. Я уже не стала это записывать. И далее просто ходим по кругу, делая в каждой регланной линии по 2 прибавочки. Я провязала 14 рядов буквально. У меня в рукавах 64 петли, спинка перед по 100 петель. И по регланной линии 1 и 2 я все дала переду, либо и спинке. Получается 102 петли по переду и по спинке у меня. Далее провязала последний 14 ряд по изнаночной стороне, петли рукава пересняла на дополнительную нить с помощью трикотажной иглы. И у меня ниточка находится перед спинкой. Вывязываю азиатский росток поворотными рядами, при этом добавляю из протяжки кромочную петельку. Почему? Вот эта кромочная у меня не считается, я ее сейчас уберу, когда подрезы будем делать. А из следующей, из нее буду набирать петли, когда буду обвязывать рукав. А кромочную сейчас уберу с одной и с другой стороны. И плюс они еще и лишние же, потому что по переду у нас меньше на 2 петли. Ну, в данном случае у меня равное количество. Иногда я делаю больше по переду. В данном джемпере у меня будет одинаковое количество петель. Значит, первый ряд азиатского ростка провязала. На последнем круговом ряду я повесила маркер, и мне отсюда очень хорошо видно. Вот они 5 сантиметров. Ну и, естественно, я делаю примерку, так как у меня рукава в свободном плавании. То есть вот так вот, да, на ниточке. Ниточка у меня Ализе Дива в 2 сложения. И первый ряд провязала, когда азиатского ростка на петлях спинки. В конце также добавила кромочную петельку. И второй рукав пересняла. Соответственно, у меня перед и спинка вот на большой-большой спице 1,20 м. И я прекрасно могу на ней мерить. Все выводы делаем исключительно по примерке. Я расчетам не доверяю, только чисто примерка показывает. Значит, подхожу к зеркалу, примеряю и смотрю сбоку в подрезе, чтобы у меня спицы стояли параллельно. И чтобы у меня не тянуло горловину назад. То есть
мы удлинили спинку, и если мы складываем изделие, выравниваем его, то получается спинка поднялась, перед опустился, да? Это мы вывязали росток. При этом у нас замечательная посадка, ничего не будет квадратиться и тянуться. Все, далее надо идти по кругу. Теперь нужны расчеты. У вас есть полотно, по которому можно посчитать. Я расчеты делала по готовому вот этому полотну. По спинке его больше, да, вот можно посмотреть плотность. Потому что изначально я просто определилась с горловиной. Итак, 55 сантиметров я хочу полуобхват, да, по переду и по спинке. Умножаю на плотность 1,9 петли. Получается 104,5 петли. Прибавляю 10% на круговое вязание всегда. 114,95. 115 петель. Умножаю на 2. У меня же перед и спинка. 230 петель мне нужно по кругу. Это я выясняю, сколько мне нужно на подрез. 230 петель мне нужно. Отнимаю, сколько у меня на спинке. 102. И сколько у меня на переде. 102. Получается, мне нужно добрать 26 петель на 2 подреза. Делю на 2, получаю 13 петель, 1 подрез. Росток у меня 5 сантиметров. И не сказала в рядах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядов. То есть первый ряд лицевой, второй изнаночный, 3, 4 и так далее. 10 изнаночный и 11 у меня лицевой должен быть провязан. И теперь нужно соединиться с петлями переда. Для этого вешаю маркер. Мне нужно 13 петель в подрезе. Я всегда делаю нечетное количество петель для того, чтобы центральную по подрезу сделать изнаночной петлей, ложный шов. Я буду набирать 11. Две петельки доберу в следующем ряду, покажу, как я это делаю. Потому что вот такие воздушные петли делают большие протяжки, чтобы не было дырочек. Значит, 1 петля, ниточку на левый пальчик, указательный пальчик к себе. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Для наглядности ставлю сюда еще один маркер. И начинаю вязать с петли переда. Спицы сейчас возьму, конечно же, 80-ку, на них будет удобнее. Я имею в виду леска 80-ка. Далее подойду, провяжу петли переда. Со стороны другого подреза я точно так же поступлю. Оформила второй подрез, 11 воздушных петель. И у меня, вот он мой азиатский росток, петли спинки. Одну петлю я должна убрать. В начале подреза провязываю слева направо 2 петли вместе. Для того, чтобы кромочная спряталась под первую петлю спинки. Провязываю всю спинку. Довязываю. Так, вот у меня 2 петли. Последние до маркера. Значит, первую петельку лицевую я разворачиваю левой стеночкой к себе и за задней стенки кромочную и последнюю петлю спинки провязываю. Опять-таки, чтобы кромочная петля ушла у нас за лицевую петельку. Кромочная вот это вот не нужна нам. Итак, перекидываю маркер. 1 петля лицевая, 2, 3, 4. Как бы мы ни старались, видите, какая протяжка. 5, 6. Перед изнаночной петлей я, как правило, ставлю маркер для того, чтобы понимать, что спотыкаться об этот маркер и понимать, что у меня здесь изнаночная петля. Не забывать ее провязывать. Но сейчас я ее провяжу лицевой, а в следующем ряду она будет изнаночной. Почему сейчас провязываю лицевой? Потому что потом мы здесь будем петельки собирать. Ну, так будет просто удобнее собирать для рукава. Когда обвязывать рукав будем, так будет удобнее. Так, это у меня по центру будет изнаночная, и 6 лицевых надо. 1, 2, 3, 4 и 2 петельки нам надо набрать из вот этой протяжки. Нам нужна дополнительная спица любая, не имеет значения какая она, маленького размера, большого, без разницы. Спицу кладем
под протяжку, разворачиваем параллельно левой спице и накидываем на левую спицу. Сделали одну дополнительную петлю, провязали. Это 5-я лицевая петля после изнаночной. И еще разочек. Также вспомогательную спицу под петлю, под протяжку накидываем сначала на левую спицу, развернули, да, и провязали. Таким образом мы избежали вот такой большой протяжки. И поаккуратнее пошли вязать петли переда. В следующем подрезе я поступлю точно так же и далее буду вязать по кругу. Так, теперь один рукав. Один рукав у меня уже сделан. Теперь показываю, как буду делать второй рукав. Точно так же, только немного зеркально, да, из-за того, что у нас есть азиатский росток. В одном рукаве азиатский росток будет присутствовать, который я уже отвязала, вот здесь. Далее петли подреза, их 13 петель. И, собственно, перед. Как я делала предыдущий рукав. 64 петли у меня есть. Я подняла по подрезу не 13 петель, которые вот у меня, а 7. Набираю, если 13, петля в петлю, да, 6 лицевых, 1 изнаночная, 6 лицевых по подрезу. Получается фалдит очень-очень много. Ну и рукав получается широкий. Так не всегда бывает, не со всей пряжи. Именно с этой я наберу здесь 3 петли, изнаночная и 3 петли. В сумме 7 петель по подрезу. Со стороны спинки, в данном случае у меня будет после подреза петли азиатского ростка, да, это вот со стороны спинки я подниму 9 петель. Не из кромочной, которая у нас самая ближняя, которую мы убирали под следующую петлю, а из той, из ровной косички, вот из этой. Буду поднимать 9 петель. Столько, сколько у меня уместилось. Кстати, за счет вот этого азиатского ростка можно поднять и больше петель, кому хочется шире рукав. Просто я посчитала, что мне будет достаточно петель. Ну и со стороны переда, вот здесь, чтобы не было разрыва, у меня умещается 2 петелечки поднять. Итак, суммирую все это. 64 было, плюс 9 со стороны спинки. Зеркально, да, все получается. Предыдущий рукав я вязала, начиная всегда с правой спицы, та, которая в правой руке. Здесь у меня сначала идет азиатский росток. Да, вот он, азиатский росток. Вот по нему я поднимала 9 петель сначала, потом 7, а потом 2. А здесь 2, 7 и 9. Итак, когда складываю все цифры, у меня получается 82 петли на спицах. Далее я буду делать полуластовицу. Что такое полуластовица? Это вот такой треугольник, который нам обеспечивает в итоге, когда мы рукав опускаем, прилегание рукава без заломов. Вот такая конструкция, да, такой треугольничек позволяет хорошо прилегать рукаву, чтобы он в подмышке нигде ничего не торчало. Маркер буду ставить от изнаночной петельки на 9 петель и буду делать убавочки. Как я это высчитала? Значит, желаемую ширину рукава, то есть после вот этой полуластовицы, которую я за 9 рядов вывяжу, за 11 рядов, простите, вот это самое широкое место у меня 38 сантиметров. Значит, желаемую ширину 38 сантиметров умножаю на свою плотность 1,7 петли, получаю 64,6 петли. Обязательно прибавляю на круговое вязание 10%, получается 71 петля. Мне нужно четное количество, поэтому округляю до 70. То есть у меня сейчас четное количество 82 петли, поэтому в первом ряду я 2 сделаю убавки. Одну слева, справа, одну слева. Вот таким треугольником будем убавлять. В каждом убавочном ряду по 2 петли. Получается в первом ряду 80 петель, в третьем 78, в пятом 76, в седьмом 74, в девятом 72 и в 11 70. Близко к изнаночной петельке, вот этой по центру подреза, близко я к ней не подхожу, то есть последняя убавка это будет третья петелька, третья, четвертая провязана вместе. Для чего, почему я не подхожу так близко сюда? Ну, чтобы не было явно видно, что здесь была сделана убавка. Я обязательно отступаю несколько петель. И далее, после 11 ряда, в каждом 8 буду делать также по 2 убавки, отступив от изнаночной петельки по 2 петли. То есть
и четвертую провязываю до изнаночной петли вместе, и также после изнаночной петли третью и четвертую, ну вот видно раз, два, а третья и четвертая вот у меня провязано вместе. В каждом 8 ряду, то есть 11 ряд плюс 8 получается 19 ряд, 19 плюс 8 27 ряд, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83 и 91 ряд. Далее до 99 ряда вяжу без убавок. В 99 делаю 2 убавки, так как мне нужно 48 петель на манжете. И 100-й ряд я провязываю уже изнаночным рядом, готовлюсь к ложной кетлевочке. Дальше меняю номер спицы на номер 3. Ложную кетлевку, как и горловину, вяжу спицами номер 3. Саму резинку вяжу спицами номер 3,5. Это уже длина и длина вашей резинки зависит от вашего желания. Итак, в принципе, все сказала. Значит, если плохо вылезают петельки, да, то можно воспользоваться крючочком. Итак, прикладываю ниточку. У меня 2 сложения. Просто прикладываю. Потом мы ее по изнаночной стороне прячем вот в эту, там, где у нас шла регланная линия, вот под эту косичку и спрячем. Итак, здесь я должна поднять 2 петли. Выбираем такое место, менее заметно откуда. 1 петля и 2 петля. Далее, как я сказала, я буду по подрезу вместо 13 поднимать 7. 3, 1 и 3. Под 2 дужки и поднимаем 1, 2, 3, изнаночная по центру, еще 3, 1, 2, 3. Если есть желание, поднимайте больше петель. У меня здесь фалдило, когда я набирала 13, поэтому мне вот много. И далее вот по этой косичке начинаю набирать 9 петель. Не искромочный. Искромочный получается не очень красиво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот здесь вот такое место. Вот так вот. Смотрите, чтобы не было вот здесь максимально не было разрыва. Теперь это у нас подготовительный ряд. Собрали петли и провязываем теперь до изнаночной петельки. Далее я покажу, что будем делать. Итак, первый рядочек провязала, там, где мы собирали петли, ну и ряд прошлись, да. Теперь от изнаночной петли 9 петель маркер ставлю и начиная с лицевой 9 петель маркер. Теперь возле маркера буду делать убавки. Первый ряд. После изнаночной петли слева и справа я провязываю скрещенную петлю лицевую за заднюю стеночку. Делать не обязательно, просто она более выпуклая получается. Итак, 1 петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а 8 и 9 вместе с наклоном вправо, то есть в сторону ложного шва, изнаночной петельки, да. Перекидываю маркер, провязываю все петли до следующего маркера. Первый ряд подхожу к маркеру, перекидываю его и после него делаю также в сторону ложного шва, то есть влево, с наклоном влево мне нужно сделать 2 вместе. Я их, соответственно, переворачиваю левыми стеночками к себе и провязываю обе петли за задние стенки. 2 вместе с наклоном влево. И иду до счетчика рядов, начала кругового ряда. Перед изнаночной петелькой я провязываю, как я сказала, скрещенную лицевую петлю. Изнаночная
и скрещенные у меня. То есть слева и справа от изнаночной у меня скрещенная петля. Перед изнаночной петлей у меня стоит счетчик рядов. Второй ряд вяжем без убавок. В третьем ряду снова буду делать убавки. У первого маркера 2 вместе с наклоном вправо провязываю. И прохожу почти весь ряд. После второго маркера 2 вместе с наклоном влево. То есть внутри маркеров мы делаем вот такой треугольничек. И до 11 ряда я буду делать. Я думаю, далее справитесь самостоятельно. У меня 11 ряд, и он последний для полуластовицы. То есть вот я провязываю скрещенную петельку свою. Не обязательно это делать, это я так делаю. У меня после изнаночной 1, 2 и 3, 4 провязываю вместе. Все, маркер можно снимать уже с одной стороны. То есть я не дохожу, да, при сгибе, чтобы это не было близко к шовчику, к ложному. Иначе будет заметно. И также в конце ряда после маркера я также провяжу 2 вместе с наклоном влево. И вот он треугольничек получается. Видно, да? Далее я буду вязать, как я сказала ранее, в 19-м, 27-м буду делать убавки. Смотрите как. 3-ю и 4-ю петлю я не буду делать зеркальными, просто буду провязывать изнаночную петлю, потом 1, 2, 3, 4 вместе с наклоном вправо. При классике более аккуратно получается. И до изнаночной 3 и 4 петлю буду провязывать вместе. Можете оставить маркеры вот на 4 петлях. И чтобы не забыть, допустим, в 19 ряду провязать 2 вместе. До маркера 3, 4, до изнаночной петельки, и после изнаночной петельки 3 и 4 петлю буду провязывать вместе.